Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, баловать, холить и лелеять, никогда не сдаваться. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада, она такая специфическая. Я знаю, эти расклады не пользуются большой популярностью, да, но из уважения к моим замечательным слушательницам делаю иногда. Будет ли бумеранг, возмездие, да, прилетит ли этот бумеранг сопернице за магию, да, ну вот такой вот расклад. Для начала делаю, наверное, вашу сигнификацию. Соперницы-то у всех разные, да? Как их? Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Постараюсь его не затягивать. Если будет бумеранг, это возмездие, то, собственно, в чем это будет проявляться. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Ух ты. А девочка, которая, может, пострадала от даже, хотел сказать, от руки, от деяний своих друзей, от какого-то человека, которого она считала своим другом, родным человеком даже могла считать. Тут как будто бы все уже утеряно. Это вера, доверие. Разочаровались в дружбе, разочаровались в принципе, может быть, в каких-то взаимоотношениях. Да, ну не буду тут мужчины, женщины, но тут в принципе женщина, которая сейчас очень настороженно наблюдает, может, и пытается наблюдать за своим окружением или в принципе за людьми, которые там в поле зрения попадают. Особенно по поводу, наверное, тех друзей, по поводу тех людей, которые пытаются то ли набиться в друзья, то ли новые какие-то знакомства. Тут как будто бы тщательно отсеиваете уже. Может быть, печальный опыт был, да, предательство, обесценивание. Видите, тут женщина стоит, девочка эта, из-под бровок так смотрит пристально. И тесак в руке какой-то держит. Тем самым она показывает, вот мои рамки границы, ты, пожалуйста, не нарушай их, не делай мне больно, а то и тебе станет больно. Какая вы? Ух ты, а что это у нас токсичность? Переход на новый уровень. Чуть две карты прям захотелось. Ага, понятно, картина маслом. Смотрите, вы говорите, мне в этом дискомфортно в таком состоянии. Сама по себе я другая. Может быть, затянулось вот это состояние, ну, недоверия к каким-то людям. Состояние, в котором, может, подвох во всем уже видите, усматриваете. Может быть, да, если общались с каким-то мужчиной, он был, как это сейчас модно, абьюзер, да, всякие такие он вещи творил. Сейчас вы в каждом первом, втором видите вот какие-то проявления, хотя там и близко этого нет. Ну, это я в общем-то говорю. Это по поводу, не обязательно мужчин касается. То же самое по поводу проявлений каких-то. Может быть, человек без всякого там умысла злого, ну, напортачил, ну где-то накосячил, да, а вы это можете сейчас даже как вот под увеличительным стеклом рассматривать и какие-то тут прям, может, диагнозы выстраивать, ставить диагнозы и прям клише какие-то, вот, да, это 100% проявления там какие-то негодяи, в общем. А на самом деле вы хотели бы уже давным-давно даже вот, ну, переход на новый уровень. Может изменить свою жизнь, в принципе, вот это какое-то, может быть, общение, круг общения поменять. Тут больше как вот это вот, как эмоционально вы в каком-то состоянии вот этом вот подвисли, зависли. Хотелось бы все это изменить. То есть вы сами этому не особо рады, вот вашему состоянию. Карта ангела. Так, но при всем этом показано
Сейчас, девочки, может быть, просите высшие силы о том, чтобы была поддержка высших сил. Может быть, направили куда-то, подсказку дали, переосмысление какое-то в жизни. Хотелось бы, вот оно происходит, но это, как вам кажется, это медленно происходит. В принципе, хотели бы свою жизнь радикально изменить. Такое. И при всем при этом показано человек, который замораживает свое сердечко. Тут может быть предательство, печальный опыт. Тут разбитое сердце. Вы говорите, я это замораживаю. Может быть, рамочки, границы пытаюсь выстроить. Может быть, на вытянутую ручку. Может быть, лишний раз не сближаюсь ни с кем. Но не хочу очаровываться для того, чтобы потом не было это разочарования этого. Не разочаровываться. Не было это настолько больно. Потому как говорите, сердце то разбито уже. Я не хочу быть вот этой бегущей по граблям. Вот мне тут так. Как-то так, девочки. Единственное, я сейчас уточню. Тут ангелочек. У меня, конечно, есть искушение назвать вас ангелочком. Что это? Вот бумеранги. Дача мужчины. И что? Ну тут давайте так. Не буду я вас ангелочком называть. В следующей серии назову. Просто не хотите совершать больше каких-то роковых ошибок, не хотите быть в роли марионетки. Тут мужчина красивый сидит, роскошный, да, тут в вальяжной позе такой. И это девушка, которая к ручкам, к ножкам подвязаны эти ниточки. Другими словами, марионетка, куколка. Я не хочу больше, чтобы мной управляли. Я хочу сама свою жизнь строить и управлять, и быть хозяином своей жизни. Больше я не хочу повторений вот таких каких-то ситуаций, бумерангов в свою жизнь. Я не хочу, хочу раз этот урок прожить уже наконец-то и перейти на другой уровень. Пожалуйста, подскажите. Подскажите, как это сделать. Может, экологично, да? Может, затянулось состояние уже какое-то подвешенное. Вот такая сертификация вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, что мы смотрим? Мы смотрим, девочки, будет ли соперницы вашей наказание, прилетит ли наказание за магию, за то, что она применяла магию. Ну, давайте смотреть, будет ли вашей сопернице, у каждого она своя, какое-то возмездие, прилетит наказание за то, что она применяла магию. Будет наказание вашей соперницы за то, что она применяла магию. Будет ли наказание соперницы за то, что она применяла магию. Ну, давайте смотрим. Не хочу затягивать. Ух ты, магия вышла, ревность. Ух, мне прям так руки хотелось так оп, отнять. Влюбленные. Ой, мои хорошие, я, конечно, тут иногда скептически отношусь к этому, но не всегда. Но тут такой случай, тут кто это смотрит, кого это заинтересовало. В вашем случае тут очень велика вероятность, что действительно человек применял магию. Так как тут прям картина маслом. Смотрите. Влюбленные — это выбор из двух женщин, да, допустим, если мы смотрим. Карта ревность, женщина сидит обиженная, и мужчина уходит с другой женщиной. Вот, может быть, из ревности, для того, чтобы не было в такой ситуации. Правда, магия. Смотрите, человек мог, карта магия, это все применить мог. Да, интересно. Сейчас, мои хорошие, уточним. Будет этой женщины. Ну вот и первая карта ведьма, ведающая. Офигеть, прям такие карты. Так. Будет ли ей возмездие, наказание, манипуляция, правосудие, манипуляция, интуиция, стена, слышит. Что значит? Будет ли ей наказание?
Сейчас уточню. Покажите, пожалуйста, что значит. Тут больше рассказывают историю, что как будто произошло. Сейчас. Сейчас. Смирение. Это о чем? Что это будет наказание? Борьба. Ценности. Наказание будет. Время. Давайте сразу скажу, да, чтобы тут не затягивать интриги, не нагнетать. Наказание будет через время. Она сейчас как будто бы, та женщина, она пытается себя обезопасить от тех самых бумерангов, пытается обезопасить себя, может быть, какими-то способами. Кто-то тут не обязательно, магия тут вышла несколько раз, да, как будто бы оно ведьма ведающая, то есть человек или обращался к кому-то, или в принципе воздействие на соперницу было, да, ну тут же точно и манипуляции тут были, но при этом у нее тут своя, у этой женщины своя какая-то философия, видение вот этой всей ситуации, типа, если бы не я, то мне бы это сделали, я просто как будто бы на опережение пошла, но как по-другому, ну тут какой-то такой у нее, ну вот мне прям идет вот от этих карт такой, как будто бы, ну а чё, я просто вовремя то ли сориентировалась, то ли, ну а как по-другому, тут как-то так вот, как будто бы тут вообще никакой не аморали, не тут, ну я хочу, я это получу, а что, кто-то по-другому как-то себя ведет, тут как будто бы даже не рассматривается варианты по-другому вести, то есть в моменте. У кого-то, девочки, давайте так, тут, я не знаю, правосудие можно считать как брак, законный брак, там еще что-то. Тут, ну, не хочу вот это развивать, потому что вы можете быть с одной, и с другой стороны баррикад. Это вообще не мое дело. Ваше тело, ваше дело. Ситуации бывают разные. Никого никогда не осуждаю. Так, тут вот как будто бы, знаете, ситуация могла какая-то быть. В принципе, смотрите, как будто бы она говорит, тут стены имеют уши, я просто вовремя, типа, ну, я не оправдываю, нет, никого не оправдываю, но тут как будто вовремя услышала, сориентировалась, интуиция, подключила интуицию, манипуляции подключила какие-то. И при этом, повторюсь, она уверена, что она сделала все правильно. Ну, на тот момент, может быть, как будто бы по-другому, а как я по-другому могла сделать? Тут ведьма ведающая, тут как архетип любовницы, соперницы, тут такое что-то и карта страсть. Тут, девочки, у кого-то магия, правда, применялась, у кого-то до самой той магии она в ход пускала тут страсть, соблазн, тут, видите, темперамент, попытки влюбить в себя мужчину, может быть, даже ярко проявиться, может быть, тут она считала угрозу от какой-то женщины очень красивой, яркой, ну, если это тут в отношении вас, то она говорит, конечно, она такая там, она может быть в этом мужчине, ну, вы правда, вы для нее как угроза были, поэтому человек применил манипуляции. Манипуляции тут у кого-то, ну, послушала свою интуицию опять-таки. И так могла проявляться. И тут магия, ревность, тут все прям картина маслом. Но тут в конце, к чему я это все веду? Карты показывают, она где-то даже смирилась с тем, что она понимает, что за все придет, ну, воздаяние, да, вот наказание будет. Она с этим смирилась. И она готова где-то вроде бы заплатить цену. Но она как будто бы еще говорит, я еще поборюсь за какие-то тут ценности в ее понимании. Она говорит, я готова, может быть, откупалась, может быть, делала какие-то ритуалы, тут расходы. Она говорит, оно того стоит или стоило. Ну, тут как-то так вот она рассказывает. Оно с того стоило, карта воровство, чтобы это все сделать. Ну, может быть, в моменте, я не знаю. Ну, давайте так. Показано, что через время
этой женщине, ну, будет воздаяние, карта время. Может быть, у нее заберут то, о чем она, ну, так мечтала, может быть, у кого-то это внешне, ну, человек может резко там, ну, подурнеть, то есть, в смысле, бывает, знаете, вот красавица, а в момент что-то случается, там, или заболела, здоровье, да, или в принципе, вот как будто бы вот цвела, и тут бабах, вот как все силы жизненные, энергию, красоту вот ушла. Вот тут вот такое может быть. Может резко, как будто бы вот, ну, если привыкла она, допустим, получать там внимание от мужчин, тут вот резко может быть вот как вот у нее вот просто в личной жизни провал. И вообще показано вот то, на что она делала ставку, как будто бы это может в свое время сделать, ну, как будто бы обернуться для нее вот разочарованием, потому как она тут в чем-то, в ком-то, тут карта иллюзии, она осознает, что то, на что она делала ставку, это вообще не сыграло, это как будто бы, ну, как ложные какие-то, то ли ценности вот эти ее, то за что она боролась, ну, как будто бы, как мыльный пузырь. То есть иллюзии, и она останется с разбитым сердцем. Опять-таки, это значит разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания какие-то. Ну, то, что для нее наиболее ценно, да, есть для кого-то семья, детки, взаимоотношения с любимым человеком. Для кого-то это материалка, статус, уже не знаю, там, что, карьера, у каждого свое. Вот как будто бы то, на что она делает ставку, вот там вот как раз у нее будет провал. Вот как будто бы она осознает, что это иллюзии, это такое что-то. Давайте я вас спрошу, а больше чего это касается? Чего это касается? Чего это? Тут 100%, то, что мне показано, друзья, как будто бы вообще с друзьями, может быть, сначала все меньше и меньше будет друзей, карта лед, потом карта гроб, тут как будто бы, может быть, одиночество какое-то, ощущение тому, что, но это помимо вот тут этого всего, как будто бы ощущение, если она там любит общение, праздники какие-то, то может в один момент осознать, что это настолько пустое, если она попадет там в какую-то неприятность или беду, она поймет, что а настоящих друзей нет. Может быть, осознает, что ее там кто-то использует. В принципе, как будто она одинока, никому она не нужна. Вот тут такое может быть. Еще больше чего это касается. Еще, знаете, бывают такие ситуации, это сейчас не с этим связано, до меня просто так чуть-чуть вот доходит. Если она там, ну, бывают разные женщины, да, играет на публику, показывает, какая она там удачная, успешная, там еще все у нее хорошо, то в один момент может осознать, а никому это уже не интересно и не нужно. Каждый остается с собой наедине, как двери закрываются, да, твоего дома, твоей квартиры. Вот тут тоже вот как одиночество такое пронзительное, что на самом деле вообще уже не интересно ни она, ни ее там, ну, жизнь, вот такое вот. Тут какое-то как одиночество. Даже если она с кем-то будет, ощущение одиночества. Так, еще чего это может коснуться, если бумеранги за вас, да, это наказание за магию. Ух, кто ее будет управлять? Ну вот вышел бумеранг у меня, сплетни, с глаз. Ну давайте так, смотрите, тут такое интересное сочетание. Если в свое время она могла применять тут манипуляции, тут у меня карта манипуляции, да, ради того, чтобы, может быть, ну, сексуальная сфера, магия, та же самая, как она тут пыталась управлять мужчинами, то тут смотрите, как все меняется. Она столкнется с какой-то ситуацией, и она ей подчинится, она не сможет ей противостоять. Карта подчинения. Вокруг шеи какие-то намотаны цепи. То есть она понимает, что, допустим, она является марионеткой тоже. Ею будут управлять. Вот за эти ниточки дергать ее, и она как будто бы уже... То ли это плата за какое-то материальное положение, у кого-то так. Вот потому что карта княгиня, нам, знаете, все-таки это социальное положение, статус, это
стабильность материальная, да, тут дорого-богато, вот это вот все, вот это вот в глаза пыль пускать, вот это вот все, вот какой-то образ. Тут как будто бы она может ради того, чтобы какие-то крохи вот этого вот сохранить, может быть, ну, внешней картинки этой, как будто бы тут она подчинится тому, что придется вот как будто бы в каком-то вот, с одной стороны, подчинении находиться, с другой стороны, в роли этой марионетки, куколки. Ну, для нее очень важно будет тут, как будто бы, чтобы поменьше про нее там каких-то распускали. С одной стороны, она боится этих сплетен, боится, что узнают о том, что какое-то у нее тут положение. Но тут бумеранг будет для нее конкретно в том, что на самом деле про нее вот люди это все узнают. Это как ссор из избы, ну, получается, вынесут, да. Карта с глаз. Тут даже можно сказать, как будто бы то, что она хотела бы скрыть, а оно все равно выйдет наружу. И тут более, оно как волна какая-то, вот тут такая пойдет прямо. Для одних, да, ну, мало ли что сплетни, ну, пусть говорят, язык без костей, да, другой не обратит на это внимание и даже посмеется, может, там, поиронизирует или скажет, ух ты, какая тут я звезда, да, а для нее это болезненно, тут какая-то про нее информация выйдет, которой она хотела бы, чтобы вообще никто никогда об этом не говорил, не рассказывал, вот тут такое тоже. Ну, она почувствует себя униженной даже. Вот тут вот как-то вот так. Ну, вот так, такие какие-то бумеранги. Вот тут какие-то такие вот истории про вашу соперницу. Еще. Ну, вот смотрите. Все, останавливаюсь. Выбор. Кто-то, опять, вот этот по влюбленным, это выбор. Она болезненно будет переживать выбор какого-то человека, который, ну, тут не выберет ее. Ну, как-то так. Ну, скорее всего, она будет за этим человеком скучать. Карта скука. Влюбленная, и тут сущность. Ну, может, человек увидит ее истинную сущность и сделает выбор не в ее сторону, по факту, вот тут вот так вот как-то. Но я вижу, что тут в любовной сфере, тут вообще в плане там дружбы, взаимоотношений, тут у нее как пустота, провал. Тут про нее что-то какая-то история всплывет такая, как тут прямо будут рассказывать про нее. И ей это не понравится, это мягко говоря. Вообще. Она бы хотела, чтобы об этой истории, об этих историях, о ней, может быть, никто не знал. Ну, это как когда-то у меня была знакомая, прям, ну, идеальная семья. Вот, и она себя так позиционировала, там, она мужем тут чуть ли не помыкает, там, все дорого-богато, да, ели серебра и золотыми этими вилочками. Ну, я утрирую, но вы поняли. Там все как-то вот так, она как будто бы она этого мужчину даже и не ценила, им помыкала, вот так как-то она себя вела, как царица. А потом, это я просто пример говорю, как вот, а потом, как гром среди ясного неба, тоже, ну, совершенно там чужие люди, допустим, рассказывают, что у мужа там любовница, молодая девочка, и в один момент это все скрывается, и там это ссора, и это женщина, вот, которая, говорю, как царица себя вела, так она, честно говоря, она и так пренебрежительно к нему относилась, к этому мужчине. И она тут его вещи из какого-то там 9-го этажа выбрасывает, и вот это вот все, и это муссируется все, одни ее поддерживают, одни ее осуждают, но больше для большинства это просто, ох, такие сплетни, это такая новость, это настолько, ну это просто настолько разительная, ну, как бы сказать, огромная разница перед тем, вот, как ее воспринимали до и после. И как-то вот это все, и при этом все между строк говорили о том, что ну, она реально его не ценила. Ну, а взаимоотношения эти не ценила. Ну, честно говоря, женщин, вот я даже помню, какое-то там общение было, ну, так даже между строк, мало кто был на ее стороне. Вот, хотя женщины, как правило, поддерживают. Ну да, когда мужчина там уходит из семьи, как правило, больше на стороне жены. Ну, так у нас повелось. И до правды мало кто там докапывается, да.
ладно, извините, лирическое отступление, то тут вот что-то такое будет, то тут что-то похожее будет, очень похоже. Ну, я надеюсь, эту тему я вам раскрыла. Все, моя хорошая. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.